Добро пожаловать на наш канал, и в этом видео поговорим о любвеобильном художнике и его непристойных картинах, вызывающих неприятие критиков и любовь зрителей. Густав Климт. Густав Климт, годы жизни 1862-1918, художник из Австрии, новатор в живописи, один из основоположников модерна. Впрочем, вначале он писал в вполне традиционной академической манере, расписывал Венский театр, за что и был удостоен награды от императора. Но впоследствии писать в старомодном академическом ключе ему надоело. Потому он и некоторые другие молодые живописцы стали противиться засилью академизма, организовали свое художественное объединение «Венский сецессион». Художественные критики нещадно ругали молодых художников, но самому Климту это нисколько не мешало. Их мнение для него мало что значило. Его полотна всегда охотно раскупали любители живописи, обеспечивая неплохой доход. Возможно потому, что Климт часто писал обнаженных женщин, причем ему удавалось это делать без лишней пошлости и вульгарности. В его картинах балом правит красота, притягательность и чувственность. С 90-х годов XIX века в его творчестве выделяют золотой период. Тогда при написании картин Климт использовал настоящее сусальное золото, и полотна этого периода стали признаваться самыми ценными и известными работами этого незаурядного художника. А еще он был счастливчиком, и жизнь его сложилась вполне удачно, несмотря на некоторые особенности характера и наплевательское отношение к своему здоровью. Известность Климт получил очень рано, до 20 лет. Он всегда занимался любимой работой и, начав неплохо зарабатывать, смог выбирать темы для своих картин самостоятельно. Ему не приходилось, как Ивану Крамскому, писать на износ множество портретов, чтобы обеспечить достойное существование своей жизни. У него было множество поклонников, женщины любили его, и, как Франциско Гойя, Климт никогда не был обделен их вниманием. Молодые художники ему завидовали, но и одновременно восхищались его картинами. Он был их кумиром. Ему хотели подражать, но мало у кого получалось писать, как Климт, и выработать свою новаторскую манеру в живописи. Хотя сам Климт был бы немало удивлен, если вдруг выяснилось, что его полотна сейчас так дорого стоят. Он-то никак не мог рассчитывать получить за них такие баснословные деньги. В 1898 году австрийские любители живописи толпами шли на выставку Венского сецессиона, где выставлялись картины местных модернистов и импрессионистов из Франции, таких как Эдгар Дега, Агюст Ренуар, Клод Моне и прочих. Но среди них выделялись особенно работы Густава Климта. Они для консервативной публики были откровенно странными и вызывающими. Многие негодовали. Неужели это тот самый Климт, что расписывал театр и создавал правильные академические портреты? Эван, куда его занесло? Наверняка головой ударился. Может, стоит его заточить в соответствующее лечебное заведение, а то и в тюрьму? Однако новые времена определяли и новый взгляд на искусство. Подобных художников, творящих в модернистской манере, становилось все больше. Не все они находили признание и понимание у художественных критиков. Особенно доставалось Густаву Климту. Но тот на все их замечания писал еще более провокационные картины. Так, в 1901 году он создал полотно, которое назвал «Моим критиком», на которой изображена обнаженная рыжеволосая пышнотелая дама, повернувшись пятой точкой ко всем предполагаемым оппонентам Климта и задорно с усмешкой глядящая через плечо. Было отчего консервативным любителям классицизма прийти в негодование. Впоследствии Климт сменил название на «Золотая рыбка». Государственные заказы он брать перестал, да они ему были и неинтересны. Зато с удовольствием стал писать то, что ему нравилось. А нравилось ему в основном картины с обнаженными женщинами. Правда, писал их Климт в модернистской манере, хотя не без основательной доли чувственности, не скатываясь в пошлость и банальность. Благо таланта, чувства стиля и меры у него было предостаточно. Они нравились публике и всегда находили покупателей. Именно тогда Климт стал активно использовать сусальное золото, и картины действительно впоследствии вошли в золотой фонд искусства. А еще он был отличным пейзажистом,
примерно как российский Исаак Левитан или Виктор Поленов, но создавал пейзажи в стиле модерна. Они позволяли отвлечься от ненужной суеты и были хоть и достаточно фигуративными и написанными ближе к классической манере, все же сохраняли все особенности его собственного стиля. Климт всегда предпочитал квадратные холсты. Так можно было показать пространство равномерно по ширине и высоте, не искажая его. Под конец жизни он полностью переключился на пейзажи. Возможно, просто женщины уже не вызывали такого жгучего желания. А в свое время он был страстным любителем женщин. Однажды преследовал одну начинающую художницу через пол Европы, пытаясь добиться взаимности. Ходили слухи, что Климт спал почти с каждой натурщицей, и нет никаких оснований им не верить, а натурщиц у него было очень много. Более того, многие добропорядочные, знатные дамы хотели получить портрет Климта, благо он не всегда брал только деньгами за свою работу. Когда ему всего этого было мало, то активно пользовался услугами проституток. Он не был особенно разборчив в выборе своих партнерш, но предпочитал рыжеволосых, пышнотелых дам или субтильных брюнеток. Климт был очень плодовитым отцом. Говорят, у него было 40 детей от разных женщин, а может быть и еще больше. Он так и не женился, семейная жизнь наверняка показалась бы ему слишком пресной, а жене пришлось бы смириться с его многочисленными изменами. Частые связи с проститутками в итоге привели к тому, что Климт заболел сифилисом, а эта болезнь основательно подкосила его здоровье. Но были две женщины, которыми Климт очень дорожил, и они искренне любили его. Мама художника, Анна Климт, несмотря на то, что кроме Густава у нее было еще 6 детей, жила с ним в одном доме и заботилась о неженатом сыне, следила, чтобы у него был здоровый теплый ужин и чистая одежда. Тот воспринимал это как должное. Впрочем, маму он тоже любил. Она наверняка гордилась, что он стал таким знаменитым художником. Вторая – Эмилия Флёге, сестра вдовы его умершего брата. Художник заботился о вдове брата, оставшейся с маленьким ребенком, потому и сблизился с Эмилией. У Климта и Эмилии отношения складывались нежными и дружескими, а лето они проводили вместе на озере Аттерзе. Возможно, если и был идеальный претендент на место жены Климта, то это была Эмилия, но наверняка та просто не хотела выходить за него, зная слабости Климта к другим женщинам. Он написал несколько ее портретов, особенно выделяется работа 1902 года. Они были дружны 27 лет, а последними словами художника были просьба увидеть Эмилию.
Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.